Поздравляем всех с 2021 годом. И у меня для вас есть очень хорошая новость. Здравствуйте. Разговаривая со многими людьми, часто слышу одно и то же. Это выживание, а не жизнь. Мы существуем в нечеловеческих условиях. Нужно что-то менять. Но что я один могу сделать? Нам с детства старались внушить, что от нас ничего не зависит. Нам говорили, что лучше молчать, что так безопасней для собственной жизни. Нам внушали жить в рабстве, ожидая подачек от тех, кого мы наделили властью. Нас отучали брать ответственность, чтобы мы ничего не делали для изменений. Я не согласна с этими установками. Разве каждый человек не несет ответственность за все, что происходит вокруг нас в мире? Разве мы не заслужили своим бездействием то, как мы сейчас живем? Да, наши предки передали нам такое общество. Но какое общество мы оставим нашим детям? И есть ли в принципе будущее у нашего человечества? И если не мы, то кто сможет все изменить? Действительно, какому нормальному человеку может нравиться то, что происходит сейчас в обществе? Сплошное насилие, постоянные войны, борьба за выживание, коррупция, голод, насилие. Даже, казалось, во внешне развитых странах люди понимают, что это всего лишь ширма благополучности. Их точно так же касаются мировые проблемы, которые достигли неимоверных масштабов бедствий. Есть ли вообще будущее у людей? И что мы оставим после себя нашим детям? Разве они и мы заслуживаем того, чтобы умереть от голода, войн, экономических, медицинских и социальных кризисов и экологических катастроф, которые сегодня охватили всю планету? Разве нас устраивает тот потребительский формат общества, который существует последние 6000 лет и который сегодня уже достиг своего апогея? Жизнь. На что мы тратим этот бесценный дар? На это мы тратим бесценный дар – жизнь. Но мы же люди. Мы можем жить иначе.
тяжелые времена, кризисов и гибели многих людей по всему миру, только объединение сможет помочь нам выжить. И не просто выжить, а построить то общество, в котором захочется жить нам и нашим детям. Хватит молчать и бояться. Довольно думать, что от нас ничего не зависит. Пора снять намордники, которые пытаются нам надеть, и загнать по норам, чтобы разделить нас. Ты не один, но только все вместе мы сможем все изменить. Ты готов? Я? Да. Какие конкретные шаги мы можем сделать для того, чтобы уже в ближайшее время жить в обществе, в котором ценность жизни стоит на первом месте, а человек звучит гордо? Чтобы жить в обществе технологического прогресса, который поможет решить все насущные потребности человека, и который сейчас насильственно сдерживают те, кому это выгодно, из-за своей жадности и желанием властвовать над нами. 21 век. Каждый 9-й человек голодает. Триллионы долларов ежегодно тратятся на создание оружия. Пандемии. Экономические кризисы, тотальная коррупция, инфляция и безработица. Мир на пороге ядерного апокалипсиса. Неужели о таком будущем мы мечтали? Нет? Так давайте это менять! 20 декабря 2020 года пройдет международная онлайн-конференция «Созидательное общество. Вместе мы можем». Сегодня у нас еще есть шанс все изменить. Хочешь узнать как? Подключайся. Давай объединяться, чтобы строить новый, счастливый мир. И у меня для вас есть очень хорошая новость. С каждым днем становится все больше людей, которые делают конкретные шаги для того, чтобы изменилась ситуация в мире. Благодаря десяткам тысяч соцопросов в разных странах на вопрос, хотели бы вы изменить потребительский формат общества на созидательный, все люди отвечают «да». Но многие тут же говорят, что не знают, с чего начать это делать. Я поддерживаю формат созидательного общества, в котором комфортно будет жить не только отдельным людям или группам людей, а всем людям на нашей планете. А в каком мире хотят жить люди? В каком мире хотят жить люди? В стабильном и безопасном мире, где жизнь человека стоит на первом месте, где медицина на высочайшем уровне и доступна каждому. В красивом и чистом мире, где образование и самореализация гарантированы всем. И каждый имеет возможность путешествовать и познавать мир. А жизнь наполнена яркими красками человечности, доброты и взаимопонимания между людьми. И ты хотел бы жить в таком обществе, не так ли? Мир сегодня. Но мы можем изменить и сделать мир лучше. Нам не нужны революции, нам нужна эволюция. Приглашаем вас на международную онлайн-конференцию «Созидательное общество». Вместе мы можем. Объединение усилий во имя общей цели изменит ход истории. С целью объединения и информирования людей 20 декабря 2020 года состоялось мировое событие, которое изменит ход истории. Это международная онлайн-конференция «Созидательное общество. Вместе мы можем». Эта уникальная конференция проходила в прямом эфире с синхронным переводом на 35 языков мира, и миллионы людей приняли в ней участие. Прямую трансляцию можно было смотреть на АЛЛАТРА ТВ, allatраunites.com и всех платформах мира,
а также через личные каналы и страницы в соцсетях. Я решила поделиться с вами этой новостью, как люди из разных стран, разных профессий и социального статуса обсуждали модель построения такого общества. Некоторые могут сомневаться, что это возможно. А почему бы просто не попробовать услышать людей, которые хотят изменить сегодняшнее потребительское общество на созидательное и уже делают это. И не на словах. Это абсолютно прикладной проект. На конференции были рассмотрены следующие вопросы. Что такое потребительское и созидательное общество? И в чем состоят существенные отличия их друг от друга? В каком обществе хотят жить люди в действительности? Сможет ли человечество выжить при потребительском формате? Какие угрозы несет этот формат? На каких основах строится созидательное общество и каковы этапы его построения? Почему будущее цивилизации зависит от действий каждого человека? И какие перспективы есть у нашей цивилизации? Что конкретно может сделать каждый человек, чтобы созидательное общество уже завтра стало нашей реальностью? Действительно, сегодня от каждого человека зависит будущее нас и наших детей. Тут два пути. Либо мы опять поверим в то, что от нас ничего не зависит, либо используем все возможные способы, чтобы оповестить как можно большее количество людей о данной конференции и о проекте «Созидательное общество». Это грандиозный проект, присоединиться к которому может каждый человек на планете, чтобы увидеть, что счастливое, комфортное, справедливое и безопасное общество – это абсолютная реальность. И объединившись, мы сможем создать его очень быстро. Сейчас важно, чтобы каждый житель на планете узнал об этой объединяющей идее. Изменения начинаются с нас и с той информации, которой мы делимся друг с другом. Каждый день мы делимся большим количеством информации. И эта информация формирует нашу реальность. Какую реальность мы сформировали? Разве это тот мир, в котором мы хотим жить? Нам нужны изменения. Изменения начинаются с нас, с информацией, которой мы делимся. Потребительское общество ведет нас к смерти. Нам нужен новый вектор жизни, созидательное общество. Для спасения жизни каждого из нас. Это в наших силах создать новый мир. Построить созидательное общество, где жизнь человека – главная ценность. Развитие человечества – главная цель. Безопасность человека – главный приоритет. Можно ли построить созидательное общество уже сейчас? Да, все, что нужно сделать – объединиться в одной общей цели – созидательное общество. Люди уже действуют. Нужно оповестить людей по всей планете о созидательном обществе, чтобы реализовать эту цель. Ты тот, кто может это сделать. Узнай, как на международной онлайн-конференции. Посмотрите сами запись конференции, почитайте о проекте, посмотрите интервью с людьми со всего мира на официальном сайте allatraunites.com. Присоединяйтесь к проекту сами и поделитесь данной информацией со всеми. И тогда в самом ближайшем будущем мы, наши дети и внуки, будем жить в обществе, достойном человека. Вместе мы можем многое. Присоединяйтесь. Поздравляем всех с 2021 годом и желаем, чтобы все человечество объединило свое устремление к построению того общества, о котором мечтает каждый, созидательного общества счастливых людей. С вами была Мира Деви. До новых встреч! Our people, we're here to live. Our people need this all the time to